Ну вот, мы вышли из метро станция Пушкинская, поднялись сюда, наверх, на площадь Пушкинскую, встали около памятника Пушкину и около кинотеатра, который мы тоже называем кинотеатр Пушкинский. Ну, вы поняли, что мы сегодня будем говорить о букве «П». Пушкин и Москва. Пушкин в Москве. Посмотрите, какой хороший памятник. Пушкину поставили в Москве 6 июня 1880 года, в день рождения поэта. Еще потом, попозже расскажу подробно об этом памятнике. Все русские люди, конечно, знают и любят Пушкина. И все знают, что Пушкин больше всего любил город Санкт-Петербург. И об этом он сам говорил и писал. А мы в Москве. Но, тем не менее, Москва любила Пушкина. И Пушкин родился в Москве, и Пушкин женился в Москве. Москвичи хотели иметь в своем городе памятник Пушкину. И Пушкин тоже любил этот город, где он родился и где он прожил первые 12 лет своей жизни. Пушкин много путешествовал по русским городам, по Кавказу, и ему принадлежат строчки: «Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе». Итак, Пушкин прожил первые 12 лет в Москве, а потом уехал в Петербург, точнее, Царско-сельский лицей. Вернулся он в Москву после долгого перерыва через 15 лет, в 1826 году. И вернулся он уже как признанный поэт, первый поэт страны. Все уже его знали, все его любили, и это была суперпопулярная фигура. И, конечно, весть о том, что Пушкин, москвич по рождению, приехал в свой родной город, быстро облетела весь центр столицы. У Пушкина здесь много было друзей, было много знакомых. Все начали его приглашать на вечера, на балы, на дружеские встречи, вечеринки. Один из современников вспоминал, что когда Пушкин пришел в Большой театр смотреть спектакль, то вся публика аристократическая начала смотреть не на сцену, а на Пушкина, и радовалась, что Пушкин пришел в Большой театр. И вот прошли годы после смерти Пушкина, а памятника Пушкину в Москве не было. И по инициативе русских писателей Достоевского и Тургенева в 60-е годы была начата кампания по сбору денег для того, чтобы памятник Пушкину установить. И в 1880 году, как я сказала, в день рождения Пушкина, этот памятник здесь открыли. Памятник построили на народные деньги. Люди сами отдавали деньги на этот памятник. Был объявлен очень серьезный конкурс. Выиграл этот конкурс скульптор Опекушин. Он постарался сделать свой памятник, чтобы он сохранил сходство с реальным Пушкиным. Он использовал посмертную маску. И здесь вы можете видеть, в общем, не портрет, конечно, но памятник, который похож на реального Пушкина. Памятник прекрасный, но Пушкин здесь такой немножко грустный, вот, что с моей точки зрения не совсем Пушкин, но и такой Пушкин тоже бывал. И на памятнике Пушкину, пойдемте, сейчас я вам покажу, выбиты строки из его стихотворения, которое тоже называется «Памятник». «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в свой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал». Эти строчки знает любой русский человек. Пушкинская площадь, где стоит памятник Пушкину, она выходит на Тверскую улицу. Вот она за мной, центральная улица Москвы. И здесь
За мной вы видите очень красивое здание, старинное, конца XVIII века. Оно называлось во время Пушкина «Английский клуб». То есть это был клуб для джентльменов, только для мужчин. И Пушкин в Москве всегда ходил в этот клуб обязательно. Потому что, во-первых, там были очень хорошие обеды, очень вкусные, а во-вторых, там играли в карты. А Пушкин был очень азартный человек, очень любил играть в карты, описывал потом в своих произведениях, как люди играют в карты. Поэтому Пушкина в английском клубе все очень хорошо помнили. Другой дом, в который Пушкин с большим удовольствием приходил, когда он приезжал в Москву, вы видите за мной. Вот он там, и сейчас там написано «Елисеевский», и вы должны помнить наш сюжет на букву «Е» о Елисеевском магазине. А до того, как это здание стало зданием Елисеевского магазина, в пушкинское время оно принадлежало знаменитой княгине Зинаиде Николаевне Волконской. Пушкин прекрасно знал салон Зинаиды Волконской, он даже посвящал ей свои стихи, и когда он приезжал в Москву, он обязательно приходил к ней на вечера. Памятник Пушкину стоит с другой стороны Тверской улицы, около кинотеатра «Пушкинский». А мы стоим в начале Тверского бульвара, по которому Пушкин, конечно, тоже гулял, когда приезжал в Москву. И на самом деле памятник Пушкину стоял вот именно здесь, в начале Тверского бульвара. Но после реконструкции Москвы в 30-е годы памятник перенесли на другую сторону. А мы с вами сейчас пройдем в компании с Пушкиным по Тверскому бульвару и посмотрим еще на те места, которые, может быть, помнят Пушкина. Мы на Тверском бульваре. Тверской бульвар и сейчас, и тем более во времена Пушкина, был местом, где молодые люди и девушки любили прогуливаться. Москва очень изменилась после войны с Наполеоном. После того, как война закончилась, стали строить и новые дома, и восстанавливать старые. И появился такой типичный московский традиционный особняк аристократический. Он был в 2 этажа, и вот вы за мной можете видеть такие типичные старомосковские дома XIX века. В многих этих домах здесь, на Тверском бульваре, Пушкин был у своих друзей. Но я вам хочу показать вот это очень красиво освещенное здание, которое за мной находится. Здание очень старое, конца XVIII века, оно уцелело во время войны с Наполеоном здесь. И сейчас в этом доме находится очень популярный и очень дорогой ресторан. Этот ресторан называется «Кафе Пушкин». И у этого ресторана совершенно необыкновенная и очень интересная история. Историю ресторана «Кафе Пушкин» мы вам расскажем здесь, внутри, потому что на улице очень холодно. История такая. Известный французский певец Жильбер Бико приехал на гастроли в Москву в советское время, в 1964 году. Ему дали гида, симпатичную девушку, которую звали Наталья, и Наталья водила его по Москве. Конечно, она привезла его на Красную площадь и рассказывала ему там о революции, о Ленине, показывала мавзолей. И было это тоже зимой. Жильбер вернулся во Францию и написал песню, где он описал эту свою встречу с девушкой Натальей и их прогулку по Москве. И там есть такие слова: «Я иду по холодной, снежной, Красной площади, и Натали, как он ее называл, рассказывает мне о мавзолее Ленина и о революции, а я мечтаю о том, чтобы пойти с ней в кафе Пушкин, чтобы выпить горячий шоколад». Песня стала невероятно популярна во Франции. Но в Советском Союзе не было кафе Пушкина, но потом случилась перестройка. И в 1999 году, благодаря Жильберу Бико и его известной песне «Натали», вот на этом самом месте
в этом старом красивом особняке открыли ресторан со странным названием «Кафе Пушкин». Вот такие особняки построены были в Москве после войны с Наполеоном, и была такая дворянская традиция устраивать там балы. В одном из таких домов, никто не знает точно в каком, но очень похожем на этот, Пушкин встретил свою Натали, свою судьбу, как говорили в то время. И это была Натали, Наташа Гончарова. Он встретил ее в 1826 году, и было в это время Наташе Гончаровой только 16 лет, но она уже считалась первой красавицей Москвы. И вы это можете увидеть на портрете. Пушкин безумно влюбился, сватался, все было не очень просто, не сразу он получил согласие, но в 1831 году они с Натальей Гончаровой поженились. Мы прошли по Тверскому бульвару и дошли до его конца. Здесь он пересекается с улицей Большая Никитская. И вот на этом месте, называется площадь у Никитских ворот, вы видите церковь. Та самая церковь, где Пушкин и Наталья Гончарова венчались в 1831 году. И вот в память об этом событии здесь совсем недавно был поставлен памятник, где вы видите Пушкина с его невестой Натальей Гончаровой. Мы стоим перед театром на Тверском бульваре, и, как вы видите, театр тоже носит имя Пушкина. И надо сказать, что это такая же случайность, как и название Пушкинская площадь, где находится памятник Пушкину. Театр находится в старом здании, в старинном здании, которое было вначале построено еще в XVIII веке. Но Пушкин никогда не был в этом здании. Собственно говоря, почему Пушкина? У нас есть очень много объектов, которые носят имя Пушкина. Пушкин – это сегодня, и уже не только сегодня, самый раскрученный бренд, говоря современным языком, самое раскрученное имя. У нас есть, и уже давно стал выпускаться шоколад. Недавно появились конфеты «Пушкин». Есть водка «Пушкин». Есть даже соус кетчуп чили, который называется Пушкин. Есть картофель, сорт пушкинский, говорят, что очень хорошо растет в Тульской области, то есть на юге от Москвы. И есть уже город Пушкин в Ленинградской области. Это очень смешно. Это другое. Там Пушкино к Пушкину опять не имеет никакого отношения. Но город Пушкин – это поселение, которое раньше называлось Царское село. В Царском селе находился лицей, где Пушкин действительно учился и где он жил. Поэтому, очевидно, Царское село переименовали, и теперь это место называется город Пушкин. Даже открыли звезду, которой дали имя Пушкин. И как я услышала вчера, аэропорт Шереметьево Москвы теперь будет тоже носить имя Пушкина. То есть Пушкин – это наше все. Пушкин – это наш самый раскрученный бренд. Снимать сюжеты зимой в Москве очень холодно, поэтому мы все-таки продолжим здесь, в теплом кафе. Итак, как я сказала, Пушкин стал брендом, Пушкин – самое раскрученное имя. И это не объясняет, а почему он стал брендом, почему он так известен и знаменит в России. Русские люди, русский человек, можно сказать, с рождения знает имя Пушкина, потому что сказки Пушкина – это первые детские книги. И потом Пушкина проходят в школе обязательно. И если школа хорошая, если учитель литературы хороший, и он не убивает интерес к Пушкину на всю жизнь, то тогда человек возвращается к Пушкину. И у каждого в его жизни появляется свой Пушкин. На разных этапах жизни человек обращается к разным стихам и произведениям Пушкина.
Для меня Пушкин, конечно, очень важное, очень значимое имя. И я бы хотела отметить два момента, которые для меня лично очень важны. Первое – это то, что Пушкин, конечно, создал русский литературный язык и создал русскую литературу. Ту самую русскую литературу, которая стала знаменита во всем мире. Русская литература началась с Пушкина. И второе, очень важное, что нужно сказать о Пушкине, это о его личности. Личность Пушкина универсальна и необыкновенна. Пушкин был легкий, умный, ироничный, веселый, независимый и свободный человек. И это всегда чувствуется в его стихах. И загадка, и прелесть стихов Пушкина именно в том, что они очень просты, их очень легко и просто читать. И кажется, что они очень легкие и совершенно нетрудные для восприятия. Но когда читаешь стихи Пушкина 2 раза, 5 раз, ты понимаешь, что за этой простотой стоит сложность, ум, мудрость, философия и так далее. Но когда ты читаешь, это так гармонично, так легко, так просто, что этого совершенно не замечаешь. После смерти Пушкина в каждую эпоху хотели канонизировать, идеализировать и сделать из него такого классика, который вне критики и вне времени. Из Пушкина хотели сделать памятник в философском смысле. А Пушкин, он остался свободным, легким и независимым. Пушкин жил в нелегкое время на самом деле, и физически он не был свободным человеком, но он был внутри абсолютно свободен. И поэтому он назвал это «тайная свобода». В минуты кризиса, в сложные минуты, в минуты хаоса, беспорядка, мы обращаемся именно к Пушкину, как к универсальному человеку. И об этом лучше всего сказал другой гениальный русский поэт Александр Блок. Пушкин, тайную свободу пели мы вослед тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе.